после посещения чертова пальца мы решили не торопиться и остановиться, переночевать в селе Манжерок, чтобы на следующий день, не торопясь, посмотреть все достопримечательности, которые расположены в этом районе. Мы доехали непосредственно до озера Манжерок и нашли прямо на берегу базу, на которой можно устанавливать палатки. Также в комплект входит беседка и мангал для приготовления пищи. Также здесь есть стоянка для автомобиля, и все это нас вполне устроило. Ночевали мы непосредственно на берегу озера, а на противоположном берегу видно было канатную дорогу. Собственно, это и был наш первый пункт, который мы хотели посетить на следующий день. Это канатная дорога Манжерок, которая поднимала нас на гору Малая Синюха. Также в этот день мы хотели посмотреть Талдинские пещеры, которые были расположены не так далеко от этого места, и погулять вдоль берегов реки Катунь, посетить центр спортивного отдыха Бирюзовая Катунь. Могу сказать сразу, что все эти территории достаточно густо населены. Туристов здесь очень много. И посещение горы Малая Синюха и канатной дороги мы начали рано утром на следующий день. И правильно сделали. Потому что, приехав к кассам, места на парковке были практически все пустые. А когда мы спустились с горы, то мест уже практически не было, а около касс скопились огромные очереди. Мы купили билеты, пока еще не было никого. И сэкономили достаточно много времени. В Манжероке по канатной дороге, конечно, прокатиться стоит. Но еще раз говорю, если вы решите это делать, то лучше прийти утром, пока еще нет народу, иначе потеряете много времени. На вершине можно погулять. Там открываются также панорамы. Посмотреть на озеро с вершины горы, у которого мы, соответственно, ночевали. С вершины видны прилегающая тайга, река Катунь, озеро Манжерок и Алтайские горы. Виды достаточно красивые. Длина канатной дороги составляет 2,5 километра. Время подъема по кресельной канатной дороге составляет около 30 минут. Высота горы составляет более 1 километра. Билет на посещение канатной дороги в 2019 году стоил около 400 рублей. Поэтому, если есть желание прокатиться, в принципе, стоит. И еще раз вам напоминаю, что канатная дорога работает с 10 часов, и поэтому лучше прийти вовремя, пока не сформировались большие очереди. На территорию комплекса Бирюзовая Катунь осуществляется через платный мост. Около моста формируется очередь из машин, поскольку проезд осуществляется одновременно только в одну сторону. Проезд в 2019 году стоил 100 рублей. Катунь – это самая крупная река Горного Алтая. Она будет сопровождать нас на путешествии практически всего пути вдоль Чуйского тракта. Во второй половине лета и осенью река приобретает бирюзовый цвет, поэтому ее называют Бирюзовая Катунь. Виды на нее красивы практически с любой точки. Поэтому, если хотите сплавляться по ней, то добро пожаловать в комплекс Бирюзовая Катунь. Если хотите посмотреть ее, езжайте дальше по Чуйскому тракту, и она будет сопровождать вас абсолютно бесплатно. Просто останавливайтесь в красивых местах и смотрите на нее.
Талдинские пещеры — это массив из большого количества пещер, которых около 30. Располагается на левом берегу Катуни. Общая протяженность скал с пещерами составляет около 5 километров. Входы в пещеры находятся на отвесных скалах, большая часть из которых оборудованы ступенями и легко доступны. В самые посещаемые пещеры проведено электричество, освещение. Вход в пещеры платный, здесь регулярно проводятся экскурсии. Длительность экскурсии около часа-двух. Есть более обширные экскурсии, которые длятся целый день, с захватом всех пещер. Мы выбрали самую короткую, обзорную экскурсию. Места красивые, посетить стоит, а мы двигаемся дальше. Сегодня мы остановимся переночевать на берегу реки Сима. Это приток Катуни, неподалеку от поселка Усть-Сима. Здесь находится замечательный кемпинг. Я вам покажу, где он расположен. И это самое начало Чуйского тракта. На следующий день, рано утром, мы выезжаем для того, чтобы смотреть одну из главных достопримечательностей и очень красивую дорогу, которая входит в десятку красивейших дорог всего мира. Это Чуйский тракт. Об этом и будет наша следующая серия.